Утверждая Криса Эванса на роль капитана Роджерса, боссы студии прямо сказали актеру о том, что за первого Мстителя ему заплатят небольшой по меркам Голливуда гонорар, но он получит возможность стать частью огромной франшизы и неплохо заработать на съемках сиквелов. В итоге за первый фильм Крис получил $300 тысяч. Шмидт говорит: А наш фюрер ищет побрякушки в пустыне. это отсылка на другой фильм Paramount Pictures «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Когда Иоганн Шмидт стреляет в человека, брызги крови падают на его значок Гидры, намекая нам на появление красного черепа. Я принял это с гордостью, без страха. На выставке за стеклом манекен в красном комбинезоне. Это отсылка к первому супергерою Факелу, который был создан в октябре 1939 года компанией Timely Comics, которую позднее переименовали в Marvel Comics. Кстати, Крис Эванс сыграл Человека-факела в фильмах «Фантастическая четверка». Меня всегда это восхищало и раздражало. На Экспо Говард Старк демонстрирует свою технологию реверсии. Это изобретение является предшественником репульсоров Тони Старка, усовершенствованные для его брони Железного Человека. Я просто прекрасен. Я же сказал, не сегодня, да? Как я рассказывал в видео о Малефисенте, создатели фильма о злой колдунье изначально хотели, чтобы именно Джоли сыграла главную роль. Также и в первом Мстителе главным претендентом был Крис Эванс, но он несколько раз отказывался от роли, прежде чем согласился. Не из-за того, что ему не нравился персонаж, а потому что он боялся, как последствия внезапного роста славы повлияют на его личную жизнь. Позже с ним встретился Роберт Дауни-младший, показал ему свой счет в банке, контракты с киностудиями на годы вперед, и Крис все-таки решился. У нас все еще впереди? Сцена, в которой актриса Хейли Этвелл смущена и касается груди Криса Эванса, была импровизированной. Для того, чтобы эмоции на лице актрисы были более правдоподобными, она не должна была видеть Криса без майки до начала съемок. В одном из интервью девушка призналась, что была очень взволнована видом Эванса и на мгновение забылась. Не часто такое видите? Эпизод, в котором Стив Роджерс догоняет агента Гидры и вытаскивает его из-под лодки, стал головной болью режиссера. Ричард Армитаж, исполнивший роль агента, страдал аквафобией и панически боялся воды. Из-за этого он не мог нормально сыграть сцену в лодке. А менять актера было поздно. Большая часть материала уже была отснята с ним. После череды попыток Ричарду удалось преодолеть страх и сыграть нужную эмоцию. Я предупреждаю. Я смертоносная машина. Это был секретный правительственный эксперимент. Щит, который использует Кэп на ранних этапах фильма, похож на тот, который использовался в первом выпуске комикса Капитан Америка. В Marvel изменили внешний вид щита Роджерса после того, как издатель другого персонажа комиксов по имени Щит пожаловался, что Капитан Америка слишком похож на их персонажа. В комиксах из-за шлема, который носил Кэп, товарищи по команде прозвали его «Крылатая голова». Стив, он сказал плохое слово. Всем уже разболтал. Средний американский солдат Второй мировой войны был ростом 175 сантиметров и весом 65 килограмм. У Кэпа рост 186 сантиметров, а вес 110, что делало его значительно больше, чем большинство военных в то время. Мелковат. Себастьян Стэн изначально проходил прослушивание на роль Кэпа. Режиссеру очень понравились его старания, и ему предложили роль Баки. Я невидимка. Это какой-то кошмар. Не убивайся. Для съемок картины было изготовлено несколько видов щитов Капитана. Один был резиновым и использовался в сценах рукопашного боя, а другой был сделан из алюминия и пластика для того, чтобы он казался невесомым в руках силача и использовался в нединамичных сценах. А эпизоды с бросками щитов были созданы с помощью графики. Мы попробовали варианты, в которых он бросал резиновый щит. Ничего не выходило, и тогда мы поручили это Крису Эвансу. В конце концов мы сказали: вот тебе щит, диаметром он столько-то, весит столько-то. Как ты будешь с ним обращаться? Как ты его метнешь? И он предложил очень интересные варианты. Появление в этом фильме Стэна Ли – исключение из традиции, когда он мелькает в фильмах с участием супергероев Marvel Comics, которых создал сам. Кэпа создали писатель Джо Саймон и художник Джек Кирби. Впервые персонаж появился в комиксах 40-х годов. А Стэн вместе с Джеком Кирби позднее отвечали за продвижение Кэпа в качестве главной фигуры во вселенной Marvel. Кстати, офицера, сидящего рядом со Стэном Ли, сыграл Рэп Браун, исполнивший главную роль в фильме «Капитан Америка» и «Капитан Америка 2. Слишком скорая смерть», которые вышли в 1979 году.
Капитан Америка не обладает сверхъестественными способностями. Сыворотка суперсолдата улучшила его физическое состояние до верхних пределов человеческого потенциала. Что со мной делали? Ужасные вещи. Анальные вещи. После выхода фильма создатели выставили часть съемочного реквизита на торги. Одним из самых желанных лотов стал полный комплект костюма Капитана Америки. Костюм ушел с молотка за 16,5 миллионов рублей в частную коллекцию поклонника картины. Хочу. Купи и спрячь. Ради роли агента Пегги Хейли Этвелл полгода тренировалась в зале и постигала азы боевых искусств. Вот ведь чертова девка. На комиксе, который появляется в фильме, обложка настоящего первого выпуска Капитана Америки, выпущенного в марте 1941 года. Только в фильме убрали изображение Баки, который, кстати, отличается по возрасту от версии в киноленте. Баки, я знал, что ты меньше. Хоть фильм и называется «Первый Мститель», но на самом деле Кэп стал 5-м членом команды Мстителей. Когда супергруппа была сформирована, она состояла из Человека-муравья, Осы, Железного Человека, Тора и Халка. В Мстителях номер 4 команда нашла Капитана Америку во льдах. Позже он заменил в команде Халка, которого сочли крайне нестабильным. В первом выпуске комикса про Капитана Америку, который вышел в 1941 году, был момент, в котором Кэп бил по лицу Адольфа Гитлера. Это было очень громким политическим заявлением для страны, которая в то время еще не вступила в войну с Германией. Комикс был крайне популярен, что привлекло внимание хейтеров. В редакцию отправляли много гневных писем, некоторые были с угрозами в адрес создателей. Позднее сотрудники стали замечать несколько мужчин, подолгу слоняющихся около здания издательства. В результате для защиты создателей и сотрудников было принято решение направить полицейских для патрулирования здания. Ой, красота какая, смотрите какие. Не, ну только кадр порчу. Давайте я вас сами. Какие вы красивые, боже, какие классные копы. Ай-яй-яй. Первоначально в сценарии были запланированы эпизодические роли для Росомахи и Магнета, которые также захватили события Второй мировой войны. По сценарию Логан был солдатом, а Эрик находился в лагере. Но из-за проблем с правами на персонажей это убрали из сюжета. Да пошли вы. Неприглядный внешний вид красного черепа объясняется тем, что его организм не принял сыворотку, и это дало свои последствия. Та же история произошла в «Невероятном Халке» 2008-го с Эмилем Блонски, когда ему ввели сыворотку, и он превратился в мерзость. Крис Эванс и Себастьян Стэн примерно одного роста. Уловки с положением камеры помогли Кэпу выглядеть выше, чем Баки. Вы знали про это? Чтобы подготовиться к роли Баки, Себастьян Стэн посмотрел множество кинолент о Второй мировой войне и вдохновлялся фильмом «Братья по оружию». Это 6-й фильм по мотивам комиксов для Криса Эванса. После «Фантастических четверок», «Пятое измерение», «Лузеры» и «Скотт Пилигрим». Футуристические самолеты Гидра основаны на реальных немецких концептах времен Второй мировой войны, таких как летающий бомбардировщик Хортон H-18 и истребитель Трипфлюгель. Автомобиль Красного Черепа был построен с нуля на модифицированном шасси грузовика. Он был 7,5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Его дизайн был вдохновлен Mercedes 540K и Mercedes G4. Режиссер Джо Джонстон иногда брал его, чтобы покататься. У него радиус поворота около 11,5 метров. Ездить на нем не очень удобно, зато выглядит он впечатляюще. Такая машина была только у меня, даже у Майкла Джексона не было. Когда полковник Филлипс, Пегги и Кэп преследуют самолет Гидра, полковник нажимает красную кнопку с буквой К, из-за чего его автомобиль ускоряется. Забавное совпадение. Томми Ли Джонс сыграл персонажа по имени Кей в фильме «Люди в черном», в котором была аналогичная кнопка. Помнишь красную кнопку? А? Нажми ее. И пристегни ремни. Крис Эванс – 4-й актер, который сыграл Капитана Америку. До него роль Кэпа исполнили Мэтт Селлинджер в Капитане Америка 90-го года, Рэп Браун в 2 фильмах 79-го года и Дик Перселл в Капитане Америка 1944 года. Прикид, наверное, оставишь? А знаешь, он уже прирос ко мне.
Если бы Крис Эванс отказался от роли, Кэпа могли бы сыграть Ченнинг Татум, Дженсен Эклс, либо Александр Скарсгард. Персонажа Хьюга Уивинга зовут Шмидт. Английская версия этого имени звучит как Смит. В трилогии «Матрица» Уивинг исполнил роль агента по имени Смит. Удивляет наша встреча? Нет. На роль Пегги Картер были рассмотрены Алиса Ив, Джемма Артертон, Кира Найтли и Эмили Блант. В комиксах Капитан Америка был заморожен на 2 десятилетия. В этом фильме Кэп провел во льдах 70 лет. Холодильник закрыть забыли. До встречи в следующем видео. Хотите вернуть меня в мир? Хочу спасти его. Опять мир спасать. Опять мне.